В городе Коркино Челябинской области произошел цыганский погром после убийства местной жительницы. Прежде мы видели еврейские погромы в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. До этого были военный мятеж и захват бунтовщиками Ростова-на-Дону. Если рассказать какому-нибудь неосведомленному иностранцу обо всех этих событиях, добавив еще про оккупацию части Курской области, про налеты дронов на Москву и мобилизацию, наш собеседник может решить, будто мы пересказываем ему события целой эпохи. На деле же все это реалии всего-то 2 последних лет. И лишь самое яркое из случившегося за это время. За годы полномасштабной войны с Украиной в России знаковых событий случилось больше, чем за предыдущие 20 лет. Глобально нет ничего ненормального в том, что в нашей жизни регулярно происходит какая-то фигня. В принципе, жизнь любого взрослого человека можно представить как череду проблем, которые никогда не заканчиваются. Невозможно раз и навсегда навести порядок в доме, например. Всегда будет что-то ломаться, что-то пачкаться, то сантехника вызывай, то электрика. Бытовая техника выходит из строя, посуда бьется, мебель страдает от несанкционированной активности детей, которые, в свою очередь, простужаются, рвут купленную им одежду, а какую не рвут, из той вырастают. Еще могут в 10 вечера торжественно объявить, что завтра в школу надо в костюме прийти, потому что Хэллоуин. Решив один вопрос, расслабиться нельзя. Впереди ждет еще бесконечное количество других нерешенных задач. В итоге вся повседневность состоит из «съезди туда-то, сделай то-то, отыщи аленький цветочек и потом вовремя плати за него кредит». Как не бывает беспроблемной частной жизни, не бывает и беспроблемной жизни общественной и политической. Лента новостей даже в самом благополучном из государств в любой день будет состоять из парламентских кризисов, коррупционных скандалов, забастовок рабочих, размытых дорог и всевозможных уголовных преступлений. Проблемам нет конца и края. Депутаты всегда найдут причину поругаться между собой, а недовольные граждане перекрыть улицу. Преступность неискоренима априори, а природа никогда не будет согласовывать свои планы с людьми. Принципиальный вопрос здесь вот какой. Могут ли люди при всех существующих проблемах планировать жизнь в своем государстве на годы и десятилетия вперед? Насколько велики риски? Да, риски есть всегда у граждан абсолютно любой страны. Но укладываются они в долгосрочное планирование или же делают его бессмысленным? Вот взять, к примеру, пенсии. Нигде не существует стопроцентной гарантии, что ты в старости не останешься без накоплений. Даже в вечно зеленой Швейцарии может произойти что-то экстраординарное, да хоть падение метеорита на здание Национального банка. Абсолютных гарантий не бывает. Тем не менее, в одних государствах граждане с 20 лет осознанно инвестируют в будущую пенсию, хотя им до нее еще 2 с лишним раза по 20 лет прожить надо. А в других государствах все разговоры о пенсии просто смехотворны. Пока до нее доживешь, в стране случится война, обесценится валюта и вообще все несколько раз уже успеет измениться до полной неузнаваемости. Большая война увеличивает количество проблем, причем большинство из них непредсказуемы. Этим военное время разительно отличается от нормальной мирной жизни, где большинство проблем прогнозируемы. Человек, например, может не ожидать, что простудится именно в конкретный день, но сама по себе простуда – частое и обычное явление. Невозможно предсказать, когда именно отвалится каблук или сломается стиральная машина. Но в целом каждое из этих событий предсказуемо. Да, оно может нарушить наши краткосрочные планы, но вряд ли вся жизнь от одной такой проблемы прям сильно изменится. В этом смысле предсказуемы все те невзгоды, которыми наполнена повседневность успешных государств, от политических проблем до природных явлений. Ткни в любую страну на карте Центральной и Западной Европы, и не нужно быть великим провидцем, чтобы предсказать, в обозримом будущем тут будут протесты, тут какой-то высокопоставленный чиновник обязательно попадется на должностном преступлении, тут случится еще что-то. Проблема же России в том, что во время войны непонятно, чего вообще можно ожидать. Очевидно, что пока война идет, ничего хорошего ожидать не следует. Но вот то нехорошее, что случится, как оно будет выглядеть, какую форму примет, а вот непонятно. Государство разболтано. Затеяв крупнейшую войну в Европе после Второй мировой, Путин сам загнал всю политическую систему в позицию волка, который носится из стороны в сторону, пытаясь ловить падающие яйца. И понятно, что скорости реакции уже не хватает, а новых вызовов,
которые прямо или косвенно спровоцированы войной, становится только больше. Сейчас поговорим о последствиях, но сначала небольшое объявление о нашем проекте. Если вы работаете в маркетинге или в продажах и хотели бы сменить работу, меньше зависеть от работодателя и вести собственные проекты, у меня есть для вас вакансии в наш Варламовом Sales House, который продает рекламу у нас и у некоторых других русскоязычных блогеров международным клиентам. Именно это вам и предстоит делать. Требуются специалисты с уже имеющейся экспертизой. Например, сейлзы с опытом международных продаж, те, кто умеет строить долгосрочные деловые отношения, понимает специфику работы с крупными клиентами, может вести переговоры на иностранном языке, умеет анализировать рынок. Или, может, вы досконально разбираетесь в особенностях рекламного рынка Телеграма, закупали или продавали в каналах рекламу. Такие специалисты тоже нужны. Как и те, кто работал в международных рекламных агентствах, специализирующихся на инфлюенс-маркетинге. Кто понимает глобальные тренды, умеет выстроить рекламную кампанию и вести крупные проекты от планирования до анализа результатов. Также нужны аффилиат-менеджеры с опытом работы с международными CPA-сетями Admetat, ActionPay и другими. Если у вас есть знакомые, умеющие работать с партнерскими программами, обязательно пришлите им ссылку на это видео. Ну или если это вы, то записывайтесь по ссылке в описании. По оплате потолка нет. Сколько сможете продать, столько и заработаете. 30% вы получите с исходящей сделки, которую впервые провели. 15% от постоянного клиента, который купил заново. 5% с входящей сделки. Ну, если мне на почту пришел желающий купить рекламу, а вы ее реализовали. Все будет зависеть от вашей экспертизы и готовности инвестировать свои усилия, чтобы найти своих клиентов и нишу. Средний заработок активного сейлза в компании сейчас составляет где-то $1500 в месяц. Топ-сейлзы получают больше. В августе один из них заработал без малого $7000 чистыми. Работать при этом можно откуда угодно и удаленно. Если хотите присоединиться, присылайте резюме и короткий рассказ о вашем опыте по ссылке в описании. Продолжим. На почве военного перенапряжения вылезает то одно, то второе, то третье. Случились уже 2 погрома, вооруженный мятеж, перестрелка вблизи Кремля с последующим объявлением кровной мести. Произошли сотни нападений на граждан со стороны участников войны и беспрецедентной коммунальной аварии в минувшую зиму. В Краснодарском крае боевой самолет влетел в жилой дом. В Белгородской области авиация регулярно роняет бомбы на свою же территорию. Мало того, что внутри страны все валится из рук, так еще и внешний неприятель. Война – процесс обоюдный. Нельзя просто побомбить Харьков, влупить ракетой по многоэтажке в Днепре, стереть с лица земли половину Донбасса и после этого рассчитывать, что противник постесняется ответить. Оппонент будет использовать все доступные ему средства, от ударов по предприятиям до диверсий на путях сообщений. Будет делать самые неожиданные сюрпризы, вплоть до оккупации части российской территории, что породит неожиданные уже с обратной стороны. Сейчас вот отправляют в Курскую область северокорейских солдат. Как уже на это отреагируют партнеры Украины и каковы будут последствия для россиян, неизвестно. Одна неопределенность порождает другую. Что точно можно сказать? При любом раскладе российское начальство гражданам России не союзник. Вопрос, чего еще отчебучит администрация президента и Госдума, это еще один вопрос с неопределенным ответом. Отчебучить ведь могут очень много чего. При Путине государственная власть умудрилась сдать монополию на насилие, догадалась отменить уголовное право. По новым правилам убийства можно даже не расследовать, а убийцу не судить, если он заключит контракт с Минобороны. Если руководству пришло в голову такое, то какая новая гениальная идея посетит их завтра? Их произвол отныне ограничен только их же фантазией. Гражданам, у которых почва уходит из-под ног, власть в любой момент готова еще и сверху дать по голове. Происходящее в России буквально отвечает на вопрос, действительно ли стабильно несменяемая власть обеспечивает стабильность в государстве. Нет, не обеспечивает. Если в законодательстве, во всех государствообразующих документах у вас строго прописаны демократические выборы и ограниченный срок полномочий президента, невозможно находиться четверть века во главе страны, не переломав при этом все государство. Ты или подчиняешься государственным институтам, и тогда уходишь на пенсию по окончании своего 2-го срока, или рушишь эти институты, потому что работающая конституция, независимый суд и
свободно избираемый парламент не дадут тебе стать узурпатором. Даже безо всякой войны получается так, что абсолютная предсказуемость фигуры президента мешает предсказуемости жизни граждан. Часто можно услышать аргумент, мол, до сих пор бывают монархии, где один человек может править страной пожизненно. И ничего, живут же. В государствах Персидского залива даже хорошо живут. Здесь можно было бы развернуть большую дискуссию о преимуществах демократии перед монархией. И о том, почему у огромной тысячелетней России несколько иная ситуация, нежели у тех небольших петрократий, что возникли на карте лишь полвека тому назад. Но в данном случае суть в другом. В монархии король правит по правилам монархии. Но в современной России, которая по Конституции демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, быть монархом законным путем невозможно. А чтобы быть им путем незаконным, придется разрушать институции, которые были призваны законность поддерживать. Что может быть хуже, чем жить в стране с поломанным государством? Хуже влететь вместе с этим поломанным государством в большую войну. Это и устойчивым-то политическим системам продавливает хребет. В системе же, изувеченной еще в мирные годы, война становится катализатором для всех патологических процессов. Это и происходит сейчас. Мы ролик начали с событий в Коркино, где после убийства женщины разъяренные люди совершили цыганский погром. Вопрос, а почему они избрали для решения проблемы именно такой метод? По словам некоторых из них, люди не стали даже надеяться на адекватную реакцию на преступление со стороны государства. На следствие и суд, которых может и не быть, если убийца решит записаться в Минобороны. Не ожидая, что государственные органы займутся этим убийством и как-то расследуют его, граждане просто пошли вершить самосуд. Если бы время было мирным, а у чрезвычайно богатой ресурсами и талантливыми людьми России на повестке дня стояли бы крупные вопросы развития, пришлось бы нам размышлять, как к нам привлечь лучшие мозги в мире и самые большие инвестиции, как устроить нашу систему образования так, чтобы она отвечала на вызовы будущего. Понадобился бы стратег с уникальным талантом заглянуть в завтра и соблюсти все интересы разных групп, чтобы все было хорошо. Где бы такого только найти? Сейчас наш запрос гораздо скромнее. Начать жить в соответствии с Конституцией нашей страны. Для начала предметного разговора можно даже не уточнять, имеем ли мы в виду редакцию основного закона России до поправок 2020 года или уже переписанную версию. Да пускай возьмем даже переписанную версию. В ней никуда не делись главы под названием «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина». В тот день, когда они реально начнут соблюдаться, мы проснемся в совсем иной стране. В стране, где к человеку относятся по-человечески, где просто жить не страшно, потому что государство есть государство, оно работает. По-настоящему оберегает граждан, их права, свободы и безопасность. Повторюсь, конституционные реформы, отмена незаконных поправок – это второй или даже третий шаг. Вначале можно взять даже тот текст Конституции, что есть сейчас, взять самые главные статьи, которые на бумаге и сейчас сохраняют свой правозащитный уклон, и начать жить по ним. Разумеется, признав ничтожными все те репрессивные законы, которые Конституции напрямую противоречат. Сегодня не до великих свершений, хотя все возможности для таких свершений у России есть. Посадив в кресло главы государства любого бюрократа, способного почитать, чего же там в основном законе написано и готового работать по инструкции, уже сразу получится лучший президент России в 21 веке. Снять извечный вопрос, если не Путин, то кто? Да кто угодно. Не надо искать на его место какого-то гения. Не нужно разыскивать нового Шарля де Голля и расстраиваться от того, что второго такого человека не найти. Нужно переформулировать вопрос. Не кто может быть следующим президентом, а чего мы от этого человека хотим. Хотим мы починить поломанное государство. Так фокус внимания с персоны будущего президента смещается в сторону запроса. Запрос не самый хитроумный. Сделать так, чтобы страна жила по своему основному закону, то есть по готовой уже инструкции, имеющейся. Если будет четкий общественный запрос, найдется тогда и соответствующий человек. Главное, чтобы запрос был. А это уже зависит от нас. Важно помнить, что есть норма, желать ее и требовать при первой же возможности. До завтра.